Пожалуй, орхидеи – одни из самых инертных растений на нашей планете. Они могут годами жить с проблемой внутри и внешне никак этого не проявлять. При правильных и физиологичных условиях содержания орхидея попытается сама исправить внутреннюю проблему всеми возможными для нее способами. Она вырастет детку выше места поражения в стволе. Орхидея сама покажет вам место расположения проблемы внутри ствола. Увидев сигналы бедствия орхидеи, можно спокойно прожить еще несколько месяцев, не замечая этих сигналов. А потом на стволе орхидеи увидеть внешнее проявление глубокой внутренней проблемы. Сухая гниль ствола орхидеи. Возможно ли победить ее природными методами? Обезвредим сухую гниль и разделим орхидею с цветоносом на части. Удастся ли мне сохранить цветение? Метод прищипывания. Зачем я прищипываю орхидеи? Это. Можно ли обхитрить орхидею, если она сама этого не хочет? Смогла ли я получить от орхидеи то, чего хотела? И сколько же у одной орхидеи нереализованных меристем? Пожалуй, в такую мою настырность мало кто поверит, но я сделала это дважды. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Ну а теперь к этим и многим другим событиям видео, как всегда, подробно и обо всем по порядку. Отследить историю этой орхидеи и все проблемы с нею связанные достаточно легко. Я получила эту орхидею в дар в сентябре 2022 года. Она приехала в посылке из города Санкт-Петербург. Орхидея путешествовала с открытой корневой системой, поэтому сразу была пересажена мною дома в новую посадку. Ее вы сейчас видите на своих экранах. Тогда, в сентябре 2022 года, недоросший до полного размера лист орхидеи я обозначила как адаптационный. За невыросшим полностью одним листом последовал следующий, и он тоже не дорос до полного размера. Когда маленьких листьев из центра розетки стало 3, и все они не спешили дорастать до полного размера, я начала подозревать неладное. Поскольку в это время орхидея пышно и красиво цвела, я заняла выжидательную позицию и решила посмотреть, что же будет дальше. Давайте посмотрим на это цветение, и постоянные зрители канала наверняка догадаются, что в сегодняшнем видео речь пойдет о фаленопсисе Strawberry Cake. Это орхидея с незавидной судьбой. От нее отказались две предыдущие владелицы, одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге, и в конечном итоге орхидею ждало великое переселение из Европы в Азию. Так она оказалась у меня дома, во Владивостоке. У этого фаленопсиса плотный восковой цветок, а значит, что он цветет очень долго. Цветение этого фаленопсиса в полном распуске продолжалось около полугода. Чтобы продлить цветение этого фаленопсиса, я использовала напиток фараонов или чай каркаде. И если вы ничего не знаете об этом, ссылку на соответствующее видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. К началу осени прошлого года фаленопсис отцвел, а из центра его розетки выросло новое растение. Посмотрите внимательно на свои экраны. Помните первые 3 листика, которые не доросли до положенного размера? К этим 3 маленьким листикам присоединились еще 3 новых. И несмотря на активнейшее развитие растения, несмотря на рост корневой системы и листовой массы, здесь я уже воочию увидела проблему. Изначально мне показалось, что деградирует только нижняя часть растения, а детка чувствует себя прекрасно. Я произвела первичный визуальный осмотр растения и с внешней стороны никаких проблем не обнаружила.
И если внутреннее или скрытое течение болезни развивалось у орхидеи долго, в течение года, а точнее 11 месяцев, то внешнее его проявление развивалось буквально на глазах. Посмотрите, как изменился внешний вид орхидеи всего за 1 неделю. В середине ствола орхидеи сразу с 2 сторон, и со стороны детки, и со стороны материнского растения, стремительно началось пожелтение листьев. Это могло означать лишь одно – проблема скрывается именно в этой части ствола орхидеи. Давайте посмотрим на границы сосудистого поражения ствола орхидеи немного с другого ракурса. Нижняя граница сосудистого поражения ствола располагается в месте выхода цветоноса. А верхняя граница – это место начала роста детки. Целый год орхидея пыталась самостоятельно решить свои внутренние скрытые проблемы и обходила место внутреннего поражения. В таких ситуациях любое промедление недопустимо. Нам нужно открыть доступ к месту проблемы. Открыть доступ, посмотреть, что внутри, и начать лечение. Я удалила оба желтеющих листа вместе с местами их крепления к стволу орхидеи. На тот момент самым надежным и действенным способом побороть любую напасть орхидеи был сок толстянки, красулы, денежного дерева или растения хирурга. Но даже если бы подобная ситуация возникла на данный момент, я все равно использовала бы именно толстянку. А все потому, что никаких мокнущих проявлений на орхидее обнаружено не было, а все сухое, все сухие проблемы толстянка решает лучше всего. Итак, в местах проекции внутренних поражений я смазывала ствол орхидеи соком красулы или толстянки. Этим же соком я смазывала все места крепления листьев, как материнского растения, так и детки. Ну и, разумеется, лечебные 5 капель в центр розетки орхидеи для внутреннего лечения ствола растения. Доподлинно известно, и это подтверждено не только моим опытом, но и опытом зрителей, толстянка является не просто лекарственным растением. После применения толстянки у орхидеи начинает расти все – и корни, и листья. Толстянка за время работы канала «Классика орхидейного жанра» помогла десяткам, а то и сотням тысяч орхидей. Однако за время работы канала в Telegram я поняла, в каких случаях толстянка может не помочь. Толстянка, как и любое другое лекарственное средство, может не справиться, если вы не создали для орхидеи правильные и благоприятные условия для лечения. И вторая непростительная ошибка, если вы не соблюдаете регулярность, непрерывность и длительность лечения. Если вы чем-то заняты, отвлекитесь и посмотрите на свои экраны. Вот так орхидея выглядела через месяц ежедневного и непрерывного лечения соком толстянки. Любое природное средство может не возыметь действия, если орхидея находится в темном, сыром, холодном и плохо вентилируемом помещении. На время лечения, и это непременно обязательное условие, орхидею нужно обеспечить самым лучшим источником дополнительного света. О роли света в жизни орхидей на этом канале сказано очень много, и все же я повторюсь. Для успешного лечения орхидей вам понадобится линейный светильник с цветовой температурой 6500 кельвинов и мощностью от 36 Вт и выше. Температура, при которой происходит восстановление орхидеи, тоже не менее важна, и она должна быть в диапазоне 22-26 градусов Цельсия. Воздухообмен осуществляется с помощью вентилятора или открывания окон на микропроветривание. И даже при всех вышеперечисленных условиях регулярность лечения имеет главенствующее значение.
Если вы, начав лечение, уезжаете куда-то, потом возвращаетесь и говорите, что лекарственное средство не работает, ведь у вас ничего не получилось, пенять нужно исключительно на себя, а не на лекарственное средство. И сейчас я вам это докажу. Еще раз отвлекитесь и посмотрите на свои экраны. Вот так выглядела орхидея через 2 месяца после начала лечения. За это время детка вырастила еще 2 листа и полностью со всех сторон обросла корнями. После первого месяца лечения я перешла на еженедельное применение сока толстянки и обрабатывала орхидею каждую неделю в определенный день. Глядя на эту орхидею, любой скажет, что у этой орхидеи никаких проблем нет. Вы тоже так думаете? Тогда смотрите это видео до конца. Осенью прошлого года и забот, и хлопот у меня поприбавилось. Я запустила телеграм-канал «Классика орхидейного жанра». Проблемы других людей и их решения не могли не сказаться на решении моих собственных задач, которые были задвинуты на более дальний план. И с открытием канала в Telegram я перестала обрабатывать эту орхидею соком толстянки. В первое время, имея запас прочности после использования толстянки, орхидея чувствовала себя достаточно хорошо и даже выпустила новый цветонос. Но уже в течение первого месяца после прекращения лечения проблемы стали заявлять о себе одна за другой. Листья нижней части орхидеи с одной стороны начали желтеть через один. Один желтеет, второй зеленый, третий снова желтеет. А это значило, что все здоровое существование орхидеи на протяжении этих 2-3 месяцев было возможно только за счет применения сока толстянки. Толстянка оказалась сдерживающим фактором для развития внутренней болезни. Нет толстянки, нет сдерживающего фактора, и болезнь начала проявлять себя во всей красе. Листья орхидеи стали желтеть и отваливаться. Хотите узнать, что явилось причиной всех бед орхидеи? Это сухая гниль ствола. Еще 3 месяца назад, не видя проблему воочию, я определила вам ее границы и оказалась права. Теперь, когда проблема оголилась и на нее можно было воздействовать напрямую, я решила использовать сок толстянки в его усиленном варианте. Я использовала сок из листьев толстянки после их разморозки, то есть после ферментации холодом. Одновременно, несмотря на предстоящее цветение, несмотря на то, что по календарю было самое темное и самое холодное время года, я готовила орхидею к делению. Ствол орхидеи все больше и больше оголялся, а участок, пораженный сухой гнилью, становился все шире и шире, и медлить было никак нельзя. Деление я решила произвести в том месте, которое вы сейчас видите на своих экранах. Операция по делению с вырезанием части ствола, пораженным сухой гнилью, была назначена на мой день рождения. Не зря же он чудотворный. В результате деления образовалось 2 части орхидеи. Верхняя часть с очень хорошо развитой корневой системой и нижняя часть, бывшее материнское растение, а ныне пенек. За месяцы отсрочки, гарантированные толстянкой, детка смогла нарастить достаточно хорошо развитую корневую систему, благодаря которой орхидея в дальнейшем сможет совершенно безболезненно существовать автономно. Как думаете, сможет ли молодая орхидея после деления зацвести? И какие сюрпризы нам готовит нижняя часть орхидеи? Вам интересно? Вы еще смотрите это видео? Тогда
Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Теперь уже лечение соком толстянки я не прекращала. И на фоне лечения им орхидея смогла полноценно зацвести. Разумеется, цветение молодой, едва укорененной детки не могло сравниться с цветением взрослого растения. Тем не менее, оно было не менее ярким и красивым. Я посадила молодую орхидею в готовый перфорированный горшок, и орхидее в нем понравилось. Она приступила к росту корневой системы, новой корневой системы от ствола. Чуть позже я покажу вам динамику развития корневой системы в новой посадке спустя несколько месяцев. Нижнюю и более больную часть растения после деления я решила пролечить водочной настойкой маньчжурского ореха. Совсем скоро во многих регионах России можно будет делать такую настойку из молочных плодов грецкого ореха. Пожалуйста, не пропустите это время. Водочной настойкой, не разбавляя ее, я смазывала пень, оставшийся от нижней части орхидеи, вместе с листом. Никакой надежды на этот пень и потомства от него у меня, разумеется, не было, ведь в нескольких местах этот пень был поражен патогенными микроорганизмами. В то время рассуждала я так: выбросить пень я всегда успею, почему бы не поэкспериментировать на нем? Настойка маньчжурского ореха в очередной раз не подвела, и в течение первого месяца существования пня на нем появилось нечто. Как вы думаете, что это? В моей практике было разное. Был случай, когда после деления пень орхидеи 1,5 года непрестанно цвел, но такое развитие событий в этот раз меня совершенно не устраивало. Обратите внимание, как преобразился пень после использования настойки. И на ярко-розовое или даже малиновое кольцо в основании детки тоже обратите внимание. Как вы думаете, что это? В интернет-пространстве всех и каждого пугают грибом фузариум или заболеванием, которое он вызывает – фузариозом. Запомните, развитие фузариоза всегда начинается с корневой системы растения. Именно из субстрата гриб фузариум проникает внутрь организма орхидеи. И если корневая система вашей орхидеи здорова, если у нее наблюдаются растущие кончики корней, то в вашем случае орхидею наверняка поразил не гриб фузариум. А яркие кольца или пятна на стволике орхидеи или на ее листьях – это не что иное, как естественная пигментация растения. Понять, что растет у орхидеи на начальном этапе, очень сложно, практически невозможно. Цветонос или детка? Нужно набраться терпения и подождать хотя бы неделю. Во всяком случае, мне хватило именно столько, и я поняла, что у пня орхидеи растет цветонос. Как я уже говорила ранее, это цветение в мои планы совершенно не входило, и я решилась на эксперимент. Вам интересно, что будет, если в самом начале роста цветоноса его кончик отщипнуть? Если вы все еще смотрите это видео и вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео. Это важно. Метод прищипывания я довольно часто использую на орхидеях. И чаще всего в кратчайшие сроки этот метод позволяет обхитрить орхидею. Обычно хватает одной такой манипуляции, чтобы вместо цветения получить детку на орхидее. Обычно хватает, но не в этот раз. В этот раз эту орхидею с первого раза обхитрить не удалось. Обычно новички очень расстраиваются, когда ломают цветоносы орхидеи, но делать этого совершенно не нужно. Доподлинно известно, что если орхидея решила цвести, обхитрить ее очень сложно. Пожалуй, в это трудно поверить, но я решилась на тот же самый эксперимент во второй раз. Я отщипнула
и этот цветонос. Следует отметить, что второй цветонос появился ровно через полмесяца после того, как я прищипнула первый. Поняв, что я ожидаю от него чего-то другого, пень орхидеи глубоко призадумался на целых 2 месяца. За эти 2 месяца оба цветоноса, которые я отщипывала, благополучно засохли, и я уже перестала надеяться, но через какое-то время ниже этих 2 цветоносов я увидела новую жизнь – детку на пне. В этот раз я практически не сомневалась, что это именно детка. Так и оказалось. Детка появилась гораздо ниже цветоносов, и это нам дает понять в очередной раз, что нет определенных закономерностей. Откуда выйти детке, откуда цветоносу. Орхидея всегда найдет место, откуда ей продолжить жизнь. Вот такой была детка неделю назад, когда планировалось это видео, но по техническим причинам оно не вышло в срок. После лечения пня настойкой развитие патогенов на нем прекратилось. У пня остался 1 полноценный лист от прежней жизни и детка, расположенная чуть ниже листа. А вот так выглядит детка сегодня. И я хочу еще раз обратить ваше внимание на ее цвет. Именно этот цвет, этот пигмент был отражен тогда в основании цветоноса. Именно этот пигмент чаще всего новички путают с проявлением грибофузариума. А это всего лишь признак здорового развития маленькой орхидеи и правильно созданных условий. И прежде всего это признак того, что маленькая орхидея получает достаточное количество естественного и искусственного света. Успели полюбоваться новой деткой, а теперь давайте посмотрим, как чувствует себя в новой посадке прежняя детка, которая выросла из центра розетки. Как я уже говорила вам ранее, я посадила эту детку в перфорированный производственным образом горшок, конечно же, на фитиль и в классическую систему посадки. Такое размещение очень понравилось молодой орхидее. Она нарастила огромное количество корней и в субстрате, и от ствола, и стала растить новый лист. Помимо коры хвойных пород деревьев, в посадку я добавила много влагоемких компонентов. Это и триферн, и кокосовые чипсы. Поэтому пока корни не стремятся покинуть эту посадку. Их и внутри все устраивает. Посмотрите, как повел себя корень, который вырос из правой пазухи листа. Он не стал расти по листу, не поднялся вверх, а обогнул лист и устремился в субстрат. Это еще раз говорит мне о том, что субстрат орхидеи понравился. Конкретно эту съемку я тоже делала неделю назад. Давайте посмотрим, как изменилась ситуация ровно за неделю. С обеих сторон ствола появились новые корни, а прежние корни углубились в посадку. А вот так выглядит все семейство клубничных пирогов вместе взятое. И нижняя часть с деткой, и верхняя детка, отсаженная в отдельную посадку. Мы будем продолжать наблюдать за их развитием, но это уже совсем другая история. И если вы хотите раньше других узнавать новости о жизни этих малышек, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, который так и называется «Классика орхидейного жанра». Ну а если вы хотите выращивать орхидеи и другие домашние растения без применения химии и химически синтезированных препаратов, без вреда для своего здоровья и здоровья ваших близких, изучайте плейлист «Целебные снадобья для орхидей». А изучая, всегда помните, что впереди у нас невероятно много интересного.